Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Sony провела спецпоказ Final Fantasy VII Rebirth, и на нем нам рассказали еще больше подробностей об игре. Мир Rebirth состоит из нескольких связанных между собой регионов. Путешествовать можно будет как по суше, так и по морю, и куда бы мы ни сунулись, нас ждет масса квестов. Клауд будет отправляться на задание в компании кого-то из товарищей, что не только поможет нам в достижении цели, но и укрепит связь между героями. А связь эта влияет на то, как много боевых приемов станет доступно игроку. Продвигаясь по сюжету, можно не бояться, что какие-либо побочки окажутся заблокированы. Всегда можно будет вернуться назад и довершить незаконченные дела. Ожидаются также и множество мини-игр. Пострелушки в тире, игра в мяч, гонки на байках, карточная кровь королевы и все в таком духе. В PS Store уже доступна демо-версия, но учтите, что без перевода на русский. В демке нам предлагают исследовать флешбэк из Нибельхейма, пролог игры, в котором можно поиграть за Клауда и Сефирота. 21 февраля добавят и область с Джуноном. Ну а Final Fantasy VII Rebirth целиком выйдет 29 февраля эксклюзивно на PlayStation 5. Хотя эксклюзивность эта, судя по трейлерам, продлится лишь до 29 мая. А там игра и на другие платформы заглянет. Наверное. Команда Five Live Studios анонсировала милое приключение Cozy Caravan. Оно посвящено двум товарищам, путешествующим в фургоне от города к городу, чтобы просто поторговать с местными жителями. Никаких фэнтези разборок со зловредными эльфами и ароматными гоблинами. Лишь торговля, мини-игры с крафтом да квестики с милашными персонажами. Cozy Caravan стартует в раннем доступе Steam в этом году, но может быть и полноценный релиз случится до конца 2024, но в этом авторы пока не уверены. Создатели симулятора жизни Paralives стараются сделать так, чтобы их проект максимально отличался от The Sims. И если раньше то были геймплейные отличия, то теперь стало известно и об отношении разработчиков к пострелизной поддержке. Все дополнения и расширения станут абсолютно бесплатными. Это очень выгодное преимущество на фоне Симсов. А еще раскрыли немного деталей игрового процесса. Так работая, персонаж не только будет зарабатывать деньги, но и набирать очки для дальнейшей прокачки. Причем мы сможем сами выбирать, в какие конкретные навыки их вбухивать. Чтобы поговорить на определенную тему с другим виртуальным человечком, вашему подопечному придется сначала просто завязать с ним непринужденную беседу, и только потом появятся варианты развития разговора в зависимости от интересов, характера, навыков героя и прочего. Такая система делает, например, завязывание любовных отношений куда более интересным, чем то было в Sims. Подробнее читайте в новости по ссылке, а игру ждем в раннем доступе в 2025. Знаете ли вы о новом ролевом приключении в сеттинге киберпанка под названием Neon Blood? Ну, теперь знаете. События игры разворачиваются после Третьей мировой войны, когда от человечества остался лишь мега-город Виридис, разделенный на два города поменьше – роскошный Брайт-Сити и антиутопический Блайнд-Сити. Главным героем выступает бывший коп Аксель МакКоэн, который должен сыграть ключевую роль в готовящейся революции. Мы сможем свободно исследовать Виридис, посещая его разнообразные локации от неоновых футуристических районов до извилистых тоннелей подземки. Пошаговая боевая система создана под вдохновением от японских ролевых игр. Но главная фишка игры — это ее визуальный стиль, в котором красиво сочетается пиксель-арт и современная 3D-графика. Neon Blood стартует в 2024 на всех актуальных платформах, правда, пока что без русского языка. После выставления демоверсии Homeworld 3 на всеобщее обозрение, студия Blackbird Interactive решила отложить релиз игры еще на 2 месяца. Да, это уже не первый раз, однако теперь все вроде как железно. Надо там-сям отполировать, довести до ума, ну вы поняли. Так что теперь ждем игру 13 мая, а обладатели издания Fleet Command получат доступ на 3 дня раньше, 10 числа. Оригинальная Vampire the Masquerade Bloodlines была дико атмосферной игрой, не в последнюю очередь благодаря месту действия, и авторы сиквела строго намерены соблюсти традицию. События второй части развернутся в Сиэтле, но не настоящем Сиэтле, а вампирском. Для этого город уменьшили в размерах, а его достопримечательности расставили поближе друг к другу. Чтобы передать чувство, будто вы смотрите на город глазами вампира, здания сделали выше, свет ярче, а переулки
потемнее. В Сиэтле есть несколько местечек, где постоянно тусуется нежить, вроде круглосуточной кофейни, где всем заправляет клыкастая бабка. Трудно удержаться и не засосать случайного теплокровного прохожего, однако нельзя забывать про маскарад. Нарушителей ждет наказание, а потому кормиться надобно аккуратненько. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 запланировано на ближайшую осень. Платформы ПК, Xbox и PlayStation. Как-то раз парень по имени Гэвин Клейтон решил перенести The Elder Scrolls 2 Daggerfall на движок Unity. Так родился фанатский ремастер игры под названием Dream. Только на днях проект дорос до релизной версии, но автор уже намеревается взяться за свою следующую работу. И это будет не ремастер и не порт, а его собственная игра. Мой проект строится в том же русле. Большой мир, комплексные системы, поддержка модификаций. Я рассматриваю все возможности и хочу взять тот опыт, который получил на Daggerfall Unity, и применить его в новой игре, говорит Клейтон. Он намерен написать свой движок, и пока это все. В Контру вернули режим гонка вооружений. Когда-то это была привычная часть игры, но апгрейд до Counter-Strike 2 все похерил, и лишь сейчас снова появилась возможность поиграть в этот режим. За каждые 2 убийства вы получаете новое оружие. Так продолжается до тех пор, пока кто-то не залутает нож и не соберет им единственный ножевой фраг. Однако появилась и новая фича. Теперь вы крадете убийство у противников не только при убийстве ножом, но и при помощи электрошокера Зевс. Компания Уолта Диснея взяла да закупилась акциями Epic Games, причем аж на $1,5 миллиарда. Сделано это ради создания новой вселенной игр и развлечений. Основой новых разработок станет движок Unreal Engine, а вселенная получит неразрывную связь с Fortnite. Новая инициатива обещает фанатам Disney, Pixar, Marvel, Звездных войн и Аватара новые возможности для взаимодействия с персонажами и историями из любимых франшиз. Пользователи смогут играть, смотреть и, разумеется, тратить свои денежки. Правда, пока ничего конкретного не сообщается. Показали только короткий тизер совместного проекта Disney и Эпиков, который как-то связан с Fortnite. Уточню, что речь идет не о слиянии или поглощении, просто Диснею отошел солидный пакет акций. К тому же сделке предстоит еще получить одобрение регуляторов, а то мало ли там монополию какую обнаружат. В Steam стартовала распродажа в честь лунного Нового года, а раз повод избран специфический, то и подборка игр со скидками также тематическая, а именно под ценопад по большей части попали проекты от китайских студий, хотя и другие тоже встречаются. Фестиваль продлится до 15 февраля. А у меня на этом все. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. Также не проходите мимо превью «Наследие корсаров» от Кирилла Волошина, а вечером залетайте на стрим Helldivers 2 с Уэсом и Феном. Приятного аппетита и хорошего дня!